Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться нашим видео и включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых видео. Мы снова вместе в новом выпуске «Кровавых цветов». Баран злится и спрашивает Дилана и Джихана, почему вы солгали мне. Дилан говорит, что мы должны были прийти сюда. Баран говорит, почему. Джихан хочет поговорить, но Баран заставляет его замолчать и отправляет внутрь. Баран ждет объяснений от Дилана. Дилан говорит ей сохранять спокойствие и все рассказать. Елдерай звонит кому-то и говорит, что собирается похитить девушку. Думаешь, они планируют похитить Дилана или Сену? Егмо спрашивает Зюмруд, будет ли моя мама рада меня видеть. Изумруд говорит, конечно. Он предлагает поискать билеты, чтобы Али Егмур мог поехать к своей матери. Дождь соглашается. Он говорит Азаде, что женат на Ферат Гуль. Дама Азади очень злится и начинает кричать. Дама Азади спрашивает, от кого она получила разрешение. Ефрат говорит от всего сердца. Они какое-то время смотрят друг на друга, и Азади говорит, разве я не говорила всем, чтобы они знали свое место, вы не равны друг другу. Ферат говорит, что важно то, что мы любим друг друга. Дама Азади этого не одобряет и говорит, что горничной никогда не удастся выйти замуж за Карабея. Баран спрашивает Дилан, почему он скрывает от нее правду. Джихан приходит и говорит, что это я виновата, что Дилан действительно собирался это сказать, но я предотвратила это. Баран говорит, что мы поговорим с вами позже, и просит его оставить их двоих наедине. Баран говорит Дилану, что он молод, но почему ты ему не сказал? Дилан говорит, что я подумал, что было бы нехорошо раскрывать такие события в семье. Баран тоже прав. Али и Егмур вместе ищут билеты. Но видя, что билеты слишком дорогие, они сдаются, и Егмур говорит, что продолжит копить деньги. Зюмруд спрашивает Али, что они будут делать. Али говорит, что все будет хорошо. Дилан рассказывает Айши, как использовать ее лекарства. Айши хотела бы поблагодарить Дилана. «Удачи тебе», — говорит Сена Дилану. Баран приходит к Джихану. Джихан хочет поговорить, но Баран говорит ему сесть. Баран говорит Джихан, что понимает ее и знает, что может сделать это в одиночку, но вместе им легче это преодолеть. Он говорит, что управляет всем племенем благодаря Джихану и что всегда получает от него поддержку, чтобы стоять прямо. Он добавляет, что в такие времена мы будем сильнее, если соберемся вместе. Джихан извиняется и говорит, что ведет себя эгоистично. Баран говорит ему, чтобы с этого момента он был осторожнее. Джихан также обещает. Джеври и Джевдет прощаются со своими клиентами, а Егмур желает им приятного аппетита. Клиенты уходят, оставляя ему чаевые. Чеври видит, как усердно он работает, чтобы сэкономить деньги, и расстраивается. Джевдет говорит, допустим, его мать не хочет его, но Чеври не хочет портить счастье девушки. Сена и Дилан приходят к Барану и Джихану. Баран просит Сену рассказать об инциденте в Елдерае. Сена говорит, что Елдерай применял насилие и заставлял их делать плохие вещи. Дилан говорит, что все кончено, не бойся. Баран говорит им, что они в безопасности. Позвоните Барану Акану и попросите его прислать к их летнему домику охрану. Дилан думает о том, что Кадер сказал ей о ее любви к Барану, и смотрит на Барана. Елдерай снова разговаривают и рассказывают план. Мужчина говорит, что у него будут проблемы, если он не будет связываться с ними. Елдерай немного плачет и думает о том, чтобы сдаться. Сена говорит, что нам больше не нужно бояться ее матери. Хорошо, что перед нами предстала госпожа Айши, и говорит Баран. Дилан приходит и спрашивает Айши, в порядке ли она, и проверяет ее температуру. Теперь его ситуация лучше, и они благодарят Дилана. Дилан говорит, что любой поступил бы так же.
Леди Айши говорит: «Нет, вы такие красивые люди, что Бог не разорвет ваши отношения». Дилан говорит, что они скоро разведутся, и Айши удивлена. Айши говорит ей заботиться о себе, несмотря ни на что. Она говорит, что ее первый муж был таким же хорошим человеком, как Баран, но ее вторым мужем должен был быть кто-то вроде Елдерая. Он каким-то образом разговаривает с Бараном и говорит ему спасти свой брак. Дилан погружается в мысли. Леди Азади подходит к леди Кадер и спрашивает: «Знаете ли вы?». Леди Кадер не отвечает, и леди Азади злится. Леди Кадер говорит Азади, что она говорит медленно. Азади Ханем говорит ей, что она мало говорит и что она воспитала свою дочь с низкими манерами и что она должна знать свое место. Госпожа Азади идет и спрашивает госпожу Кадер: «Кудрет, насколько важно ваше положение в любви?». Он говорит, что я тоже сначала не поверил, но он говорит, что мы видели Барана и Дилана, как сильно они любят друг друга. Баран говорит Джихану, что принесет в этот дом рощи. Джихан благодарит, и Дилан приходит. Джихан входит внутрь, чтобы посмотреть на сену. Баран предлагает Дилану остаться здесь, чтобы не оставлять детей одних, и Дилан соглашается. Дилан записывает, беря его, но Баран держит его, и их руки соприкасаются. Дилан звонит Кадер и сообщает ей, что они не придут. Егмор насмехается над Джеврией и Джевдет, потому что она не может пойти к своей матери, из-за чего у них возникают проблемы. Пока Джихан и Дилан разговаривают, приходит Баран. Дилан также говорит, что, находясь здесь в то время, она не боялась и чувствовала себя в безопасности. Берон и Дилан встречаются лицом к лицу и какое-то время смотрят друг на друга. Чеврия приносит Ягмуру блины, но Ягмур не хочет есть и говорит, что не голодна. Джеврия оставляет поднос, выходит из комнаты и возвращается к Джевдету. Когда Ягмур Чеврии уходит, она решает поесть. Пока Кадера работает на кухне, приходит дама Азади и спрашивает, где Гюль. Леди Кадер говорит, что она гладит и что Баран сегодня не придет. Леди Азади спрашивает, есть ли здесь Дилан, и одни они или нет. Пока Дилан думает о том, что имеет в виду Джихан, когда говорит, что защищает то, что любит в своем брате, приходит Баран. В этот момент, когда Дилан собирается уронить тарелку, Баран догоняет его, и они берутся за руки. Дилан говорит, что стол готов, и идет звать детей. Черния говорит Джевдету, что Ягмур не хочет его и хочет спать один. Чеврия говорит, что боится, что сбежит из дома. Джевдет говорит ему не бояться и что он не может сбежать. Леди Кадер приводит Ферата Гюля на кухню и спрашивает, женишься ли ты, несмотря на реакцию стольких людей. Леди Кадер спрашивает, готовы ли они к тому, что с ними произойдет. Ферат, с другой стороны, очень полон решимости и говорит, что будет защищать Гюля всеми возможными способами. Леди Кадер говорит, что она за ними. Баран и Дилан вместе идут в свою комнату. Баран говорит Дилану, что ты ложишься в постель, а я буду спать в Бергере. Дилан не соглашается и просит его поспать в постели. Баран говорит, что Дилан всегда на диване в особняке. Дилан говорит, что она к этому привыкла. Затем они решают одновременно лечь в постель. Чеврия спрашивает Джевдета, как они объяснят Ягмуру, что мать Ягмура не хочет Ягмура. Затем Чеврия внезапно решает найти женщину. Женщина берет трубку, но, несмотря на все усилия Чеврии, она отвечает и вешает трубку. Берон и Дилан смотрят друг на друга. Баран спрашивает Дилана, в порядке ли он, и говорит, что нервничает. Дилан говорит, что я в порядке, но Баран говорит, что я знаю, почему ты нервничаешь. Она говорит ему, что держала все это в себе и больше не скрывает своих чувств. Дилан говорит, что она этого не скрывала и отрицает это. Баран говорит ему признать, что он знает его и, по крайней мере, боится. Баран спрашивает, нервничаете ли вы из-за этого человека. Дилан говорит да, но все кончено. Берон говорит, что мне не следовало заставлять тебя оставаться здесь.
Дилан, с другой стороны, говорит, что она осталась добровольно и не заставляла ее. Баран предлагает Дилану посмотреть фильм, и Дилан соглашается. Дилан говорит Барану выбрать фильм, и он сам приготовит попкорн. Баран говорит, что на этот раз в фильме нельзя плакать, и Дилан соглашается. Зюмруд говорит Але, что приготовила печенье и что внутри есть сюрприз. Когда Зюмруд Але уходит, она говорит, что хочет, чтобы он позвонил ей и спросил. Але говорит, что я буду звонить, пока не устану. Когда Дилан возвращается в комнату, она видит фильм, который выбрал Баран, и понимает, что это фильм, который делала заметки ее матери. Дилан спрашивает Барана, это фильм о любви или о войне. Когда Бран говорит о любви, он объясняет, почему они пытаются уничтожить друг друга. Баран отвечает, говоря, думаю, из-за гордости, и Дилан одобряет. Дилан говорит, что я бы хотел, чтобы кто-нибудь рассказал им об этом, но гордость всегда побеждает любовь. Бэрон говорит, что так не всегда должно быть, гордость заканчивается, остается любовь. Как только они собираются дотянуться до кукурузы, их руки сталкиваются, и Баран извиняется. Дилан думает, что леди Айши говорит об их свадьбе, и смотрит на Барана. Баран тоже смотрит на него, и какое-то время они смотрят. Утром Джихан спрашивает Сену, хорошо ли она спала. Сена говорит, что беспокоится, и продолжает оборачиваться. Джихан говорит не бояться и что они в безопасности. Удачи Сене Джихан, и Джихан благодарит ее. В это время Йылдырай наблюдает за ними издалека и говорит, что заставит их пожалеть о том, что они родились. Дилан просыпается и видит, что Баран заснул у него на плече и задумался. Вы можете поделиться с нами своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Береги себя. Пока.